З 16 січня розпочалися комплексні випробування системи радіаційного контролю нового безпечного конфайнменту. Мета випробувань – симулювати аварійні ситуації, щоб перевірити реакцію окремих систем на них. Протягом 3 днів з 16 по 18 січня випробування проводилися по усіх зонах НБК. До першої зони входить основний об'єм НБК «Простір під аркою» та блок рідких радіоактивних відходів. Друга зона – приміщення, де буде відбуватися поводження з РАВ. У третій зоні буде перебувати персонал, і ця зона має бути найчистішою з точки зору радіаційної безпеки. Роботи коментує провідний інженер цеху радіаційної безпеки Євген Стромко. Выполняем испытания системы радиационного контроля в комплексе с другими технологическими системами. По номенклатуре подрядчика у них это Performance Verification Test, то есть проверка работоспособности систем. Значит, будем выполнять проверку системы радиационного контроля, подавать сигналы, аварийные сигналы, значит, на контроллер безопасности, который уже в свою очередь будет подавать сигналы на технологические системы, например. То есть мы сегодня начали по зоне 1, зоне 2, а завтра мы начнем также испытывать систему контроля организованного выброса в вентиляционную трубу НБК. Там также информация будет поступать от 5 вентиляционных систем в камеру смешения, и будет контролироваться выброс. По результатам подачи аварийного сигнала будем знать, какой из вентиляционных систем у нас проблема. НБК в первую очередь это удержание, значит, радиоактивности в основном объеме. То есть основная функция это не распространение. То есть воздушные шлюзы. С точки зрения важности это самое главное, с точки зрения безопасности вообще система, да, которая оценивает функцию НБК в целом. Выполняет она ее или не выполняет. То есть она состоит на контроле у нашего Госатомрегулирования, которые изъявили желание поучаствовать в этих испытаниях. Поэтому готовность номер 1, ожидаем, ну а сами работаем. По результатам этих испытаний оформим чек-листы, выполнено, не выполнено, достигли мы проектных критериев или не достигли. Может, параллельно будут возникать какие-то замечания, которые мы тоже отразим. В конце концов, мы эти замечания выдадим подрядчику, ГУПу. Они оценят именно влияние этих замечаний, да, для дальнейших работ по вводу в эксплуатацию, чтобы уже до приемочной эксплуатации, пробной эксплуатации, которая будет выполняться в течение 72 часов в проектном режиме, все будет выполняться, чтобы мы как можно по максимуму сняли вообще эти все замечания. У випробуваннях взяли участь основні учасники проєкту НБК – ДСП ЧАЕС, Новарка, група управління проєктом «План здійснення заходів на об'єкті укриття» та Державна інспекція ядерного регулювання України. Зі сторони ГУППОМ, яка забезпечує експертну підтримку ЧАЕС, випробування коментує провідний інженер Максим Савельєв. И на данном этапе у нас проводятся испытания на проверку работоспособности. Это последний этап испытаний, который проводит подрядчик в присутствии представителей заказчика и ГУПа с целью убедиться, что система радиационного контроля работает в соответствии с проектными критериями. Испытания разбиты на несколько этапов, они будут продолжаться в течение месяца. Сегодня у нас первый этап. Это этап проверки влияния системы радиационного контроля на блок управления ЖРО, жидкими радиоактивными отходами. В данном случае мы проверяем, что система вентиляции блока ЖРО находится в работоспособном состоянии. И дальше имитируем срабатывание аварийных и предупредительных сигналов по датчикам системы СРК. Система СРК отслеживает превышение аварийных предупредительных условий в помещениях ЖРО и в зависимости от этого осуществляет управляющее воздействие на
допустим, двери, которые блокируют доступ персонала в это помещение, либо на систему управления вентиляцией, которая предотвращает вынос радиоактивных аэрозолей в другие помещения. У нас есть множество систем, то есть фактически система радиационного контроля, она распределена по всему комплексу НБК, который в первую очередь включает в себя здание ТЭК, но у нас есть еще здание электротехнических устройств, у нас есть основной объем, у нас есть вентиляционный, северный и южный вентиляционный центр, везде стоят датчики системы СРК. И везде есть различные сценарии работы. Именно длительность всего этого процесса подразумевается именно величиной или объемом оборудования, которое задействовано в испытании. Потому что процесс ввода в эксплуатацию подсистемы НБК в целом – это длительный процесс. Фактически мы должны закончить работу с подрядчиком, провести помимо испытаний на проверку работоспособности еще так называемый прогон оборудования или 72-часовые непрерывные испытания, которые будет проводить непосредственно заказчик, а подрядчик уже будет просто контролировать действия заказчика. И вот после этого фактически объект будет передан заказчику в руки, и заказчик может начать процесс его эксплуатации. Ну, очевидно, заказчик должен получить разрешение на опытно-промышленную эксплуатацию, а потом на промышленную эксплуатацию комплекса. Уже это будет эксплуатироваться комплекс, не просто НБК, а НБК плюс объект укрытия. По крайней мере, так видить будущее наш регулюючий орган. Випробування необхідні, щоб з'ясувати готовність НБК до отримання дозволу на дослідно-промислову, а згодом і на промислову експлуатацію, триватимуть.